Добрый день, мои дорогие студенты! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал Practical Russian. В видео есть субтитры, в каждом видео есть субтитры. Сегодня я отвечаю на вопрос, почему русские люди не знают английский язык. Если вам нравится, что я делаю, вы можете поддержать меня на Патреоне. На Патреоне я загружаю транскрипты и аудиофайлы. Вы можете использовать эти материалы. И на канале есть бесплатный учебник. Это файл с фразами. Вам ничего не нужно делать. Вам нужно кликнуть на ссылку внизу и скачать этот учебник. Да? И сейчас давайте начинать. Поехали! Еще раз добрый день! В этом видео я хочу ответить на вопрос, почему русские люди не знают английский язык. Это видео для практики. Вы можете слушать, как я говорю по-русски. Я буду говорить по-русски в этом видео. И также есть субтитры, английские, русские субтитры. Хорошо? Почему русские люди не знают английский язык? На самом деле русские люди знают английский язык, но это только 5% населения. Население России большое, 144 миллиона, может чуть больше, чуть меньше. Да, и только 5%, может быть 3, может быть уже 7, кто знает точно. Только этот процент людей знает английский язык. Почему же такая ситуация в мире? Почему русские люди не знают английский язык? В этом видео я хочу рассказать вам, что я знаю на эту тему. Ну, во-первых, в России английский язык не нужен. Все есть на русском языке. Все, что нужно для жизни, все есть на русском языке. Все фильмы на русском языке, американские, итальянские, французские фильмы, все на русском языке. Россия страна большая, и фильмы очень быстро переводятся на русский язык. И люди могут спокойно смотреть на русском. Все продукты на русском языке, тоже никакой проблемы нет. Когда вы хотите что-то купить, когда русский человек хочет что-то купить в магазине, он читает этикетки и выбирает, что он хочет. Все на русском. Я не знаю, может быть, эти товары производятся в России или они делаются для продажи в России, поэтому все на русском. Что еще люди используют? Как мне кажется, людям в России и не нужен русский язык. Да, возможно, для путешествий, но это очень небольшая мотивация. В путешествиях можно объяснить что-то и показать руками. Для этого не нужно знание языка. Конечно, в России дети в школе изучают английский язык, родители хотят, чтобы дети знали английский язык. Дети ходят на курсы, возможно, студенты в университетах, они изучают английский, потому что английский язык дает возможности. Только если человек хочет работать в международной компании или если человек хочет жить в другой стране, да, ему нужен английский язык. Но может быть даже не английский, возможно, чешский язык или итальянский. Это зависит от планов человека, где он планирует жить, где он планирует учиться. Да, в России много курсов, и люди думают, что им нужно изучать английский язык, но я в этом плане тоже не согласна. Если человек не планирует жить где-то в другой стране, он планирует быть только в России, ему не нужен иностранный язык. В России есть все на русском языке.
Конечно, я понимаю, что лучше читать что-то в интернете на иностранном языке, потому что там можно получить больше информации. Там можно, если вы знаете китайский язык, можно читать какие-то ресурсы на китайском языке и узнать что-то более интересное. Вообще, я думаю, что знание языка – это огромный плюс. Знание языка дает вам новые возможности. Вы можете получить лучше работу, вы можете знакомиться с людьми, с иностранцами где-то в интернете. Это всегда интересно. Но если у человека другие интересы, и если человек живет только в России, ему не нужен иностранный язык. Как мне кажется, почему в России люди не знают английский? Потому что они не слушают на английском языке, они не читают на английском языке, они не смотрят фильмы на английском языке, потому что все это есть на русском. Та же книга Брайан Трейси, это что-то о финансах, о саморазвитии. Все эти книги есть в книжных магазинах на русском языке. Поэтому у людей нет возможности практиковать английский. Я могу сравнить со странами, такими как Сербия, например. Сербия не такая большая страна, как Россия территориально, да? И там они не переводят так быстро фильмы на сербский. Конечно, у них есть свои фильмы, конечно, есть фильмы, переведенные на сербский, но я знаю, молодежь смотрит фильмы на английском языке. Также в магазинах есть книги на английском языке. В России трудно купить книгу на английском языке. В книжных магазинах это учебники или какая-то литература тоже для школ. Я видела в книжных магазинах несколько книг на английском, но это очень старые писатели, что-то современное невозможно найти в России на английском языке, только в интернете или где-то за границей. Поэтому русские люди и не знают английский язык, потому что им просто не нужно, потому что они просто его не практикуют. Если русский человек хочет изучать английский, ему нужно искать разговорные клубы, ему нужно искать какие-то материалы на английском, все это в интернете, да? Я смотрю Netflix, потому что все русские ресурсы, там фильмы только на русском языке. А я хочу смотреть на других языках. Все книги на русском, и поэтому тоже трудно найти книгу на английском языке. И я думаю, что русскому человеку не нужно знать английский язык. Если он планирует жить только в России, ему это просто не нужно. Конечно, для расширения своего кругозора, чтобы смотреть фильмы на иностранном языке, да, человек может начать изучать любой иностранный язык, не только английский. Это может быть итальянский, это может быть испанский, французский, чешский. Это зависит от планов человека, это зависит от его... Человек может выбирать и изучать любой язык в наши дни. Это может быть не только английский язык. Но могу сказать, что английский все-таки самый простой, и люди в других странах изучают английский, и поэтому, если вы не знаете, например, чешский или немецкий, вы можете общаться с людьми на английском. Да, изучать 2 языка, 3 или 4, это трудно, нужно больше времени, да, нужно несколько лет, и поэтому самый универсальный язык английский, можно так сказать. Я надеюсь, я ответила на вопрос, что русскому человеку и не нужен английский язык. Молодежь сейчас изучает, да, они хотят работать где-то за границей, они хотят работать в международных компаниях. Эти специалисты изучают английский, у них все на английском.
поэтому они развивают свой разговорный язык. Да, молодежь сейчас изучает английский, потому что у них больше амбиций, и они понимают, они думают, что знание языка — это дополнительный плюс. И это правда, это хороший навык. Но это все зависит от конкретного человека. Да, я надеюсь, я ответила на вопрос. Русские люди не знают английский язык, потому что в России все на русском. Все. Вы встречали русских людей? Вы говорили с русским человеком? Как вы думаете, почему русские люди не знают английский язык? Мне интересны ваши ответы. Пишите в комментариях. Спасибо за поддержку. Вы можете поддержать меня на Патреоне, вы можете заниматься со мной, вы можете забронировать урок со мной. Ссылка внизу. И вы можете получить мой бесплатный материал. В этом файле самые нужные фразы. Да? Спасибо вам, хорошего дня, пока-пока.